Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в Милане. Это уже не просто красивые фотографии с красной дорожки. Это сигнал. Сигнал о том, что турецкая индустрия больше не просит внимания. Она его забирает. Но за блеском миланской недели моды скрывается гораздо более сложная картина. Пока одни актеры выходят на международные подиумы, другие проекты в Турции переживают серьезные перестановки. Одни звезды усиливают влияние за пределами страны, а внутри индустрии начинаются разговоры о смене правил, о борьбе платформ, о перераспределении ролей и даже о скрытом напряжении между старой и новой системой. Почему Disney Plus делает ставку именно на Мерта Рамазана Демира? Что на самом деле происходит с сериалом «Дети рая» после массовых уходов? Зачем возвращают актера в финале «Беззащитных» и чья это стратегия? И какое отношение к этой трансформации имеют Бурак Озчивит, Кыванч Татлытук и даже Сезен Аксу? Сегодня мы разберем не просто новости, мы разберем, почему Турдизи выходит на новый уровень и кто в этой игре усиливается, а кто рискует потерять позиции. И поверьте, к концу этого выпуска вы узнаете, куда на самом деле движется турецкая индустрия. Поехали! Милан на несколько дней снова стал точкой притяжения для мировой моды. Но если честно, в этот раз для нас важнее было не само событие, а то, кто именно оказался в центре внимания. Когда на красной дорожке появляются Ханде Эрчел, Керем Бюрсин и Салахатин Пашалу, это уже не просто светский выход. Я считаю, что это демонстрация статуса всей турецкой индустрии. Это сигнал. Нас видят, нас приглашают, с нами считаются. Ханде Эрчел посетила закрытые мероприятия брендов в рамках недели моды в Милане, и ее появление активно освещалось в европейской прессе и в социальных сетях. И здесь важно понимать, такие приглашения не раздают из вежливости. Мне кажется, это уже не история про красивую актрису из популярного сериала, это выверенная интеграция в глобальную модную среду. Для Ханде Эрчел это не первый международный выход, но каждый раз ее присутствие воспринимается как подтверждение. Турецкие актрисы больше не гости на этом рынке, они его полноценные участницы. И это, на мой взгляд, серьезный сдвиг. Керем Бюрсин был замечен на показе одного из ведущих домов моды, и если смотреть глубже, его участие это не эпизод, это уже устойчивая линия. Керем Бюрсин последовательно выстраивает международный имидж, аккуратно и без резких движений. Я думаю, что такие появления – часть долгой стратегии закрепиться за пределами Турции, не через один громкий проект, а через постоянное присутствие в глобальной повестке. Это работа на дистанцию, и она явно просчитана. Салахатин Пашалу также оказался среди гостей Миланской недели моды. После возвращения он дал комментарий о своем опыте и подчеркнул, что подобные мероприятия открывают новые возможности для турецких актеров. И вот здесь, как я это вижу, важно не только само участие, но и то, как он аккуратно формирует образ современного европейского артиста. Это уже не просто актер с сильной фильмографией, а фигура, которая постепенно выходит в международное поле. Миланская неделя моды показала одну вещь. Турецкие звезды все чаще появляются в контексте глобальной индустрии. И я считаю, что это не случайная череда приглашений. Это системное движение. Это борьба за место в международной иерархии влияния. Мода, кино, сериалы – все это давно переплетено. И участие в таких событиях усиливает позиции на всех направлениях. Если вам нравится разбирать турецкую индустрию глубже, а не просто следить за заголовками, подписывайтесь. Мы и дальше будем смотреть на процессы изнутри. А пока Ханде Эрчел, Керем Бюрсин и Салахатин Пашалу укрепляют свои позиции на модной арене, в цифровом пространстве готовится другая премьера. И с моей точки зрения, именно она может задать новый вектор для турецких сериалов на мировой платформе. И этой премьерой станет сериал «С нами ничего не случится». Проект, который выходит на платформе Disney+. И я думаю, что уже одно это сочетание Disney Plus и Мерт Рамазан Демир автоматически поднимает ставки. В центре истории Мерт Рамазан Демир и Мирай Данер, и если честно, это один из тех дуэтов, который изначально вызывает повышенное внимание индустрии.
Платформа выбрала стратегию, которая подчеркивает уверенность в проекте. Первые эпизоды выходят одновременно, а затем сериал переходит на регулярный график. И здесь, на мой взгляд, важно понимать, что так запускают не просто еще один сериал, так запускают проект, на который делают ставку. Это модель быстрого вовлечения, чтобы сразу создать волну обсуждений, зафиксировать интерес и удержать аудиторию в цифровой среде, где конкуренция идет буквально за каждый вечер зрителя. Для Disney Plus это не просто турецкий контент в каталоге. Я считаю, что это попытка укрепиться на локальном рынке оригинальных проектов, где уже давно идет борьба платформ за влияние. Турецкая индустрия сейчас – поле конкуренции стримингов, и каждый громкий запуск – это тест. Кто сумеет удержать внимание, кто сформирует новую звездную пару, кто задаст тон сезону. Мерт Рамазан Демир сегодня – одна из самых обсуждаемых фигур молодого поколения. После предыдущих успешных ролей интерес к его новым работам стабильно высокий. И это, как я думаю, уже серьезный ресурс. В сериале «С нами ничего не случится» его экранный дуэт с Мирай Данер уже называют одним из самых ожидаемых в сезоне. И это ожидание не пустое. Закадровые видео со съемочной площадки, опубликованные в официальных аккаунтах, внимательно анализируются зрителями, обсуждают атмосферу, визуальный стиль, даже малейшие детали взаимодействия актеров. Это уже не пассивный просмотр, это уже вовлеченная аудитория. Для Мирай Данер этот проект еще один шаг к закреплению статуса ведущей актрисы цифровых платформ. И я думаю, что ее участие расширяет аудиторию сериала и добавляет ему веса. Когда в проекте сходятся два актера с активной фан-базой, это всегда отличный ход. Продюсеры прекрасно понимают, какой эффект это дает в социальных сетях и на старте просмотров. Премьера сериала «С нами ничего не случится» происходит в тот момент, когда турецкая индустрия активно меняется. Цифровые сервисы усиливаются, эфирное телевидение вынуждено реагировать, а конкуренция между проектами становится жестче. И с моей точки зрения, именно такие запуски показывают, что рынок уже работает по новым правилам, быстро, агрессивно и с расчетом на международный интерес. И если здесь ставка сделана на уверенный запуск и продуманную стратегию, то в другом сериале все складывается куда менее стабильно. И вот там начинаются действительно показательные перестановки. Пока сериал «С нами ничего не случится» уверенно выходит на цифровую платформу, в эфирном пространстве разворачивается совсем другая история. Сериал «Дети рая» оказался в центре внимания, но уже по менее приятной причине. И, честно говоря, такие ситуации в телевизионной среде всегда настораживают. Сначала проект покинул Исмаил Хаджиоглу, и я думаю, что это был первый тревожный сигнал. Когда из сериала уходит актер такого уровня, это редко бывает случайностью. Однако на этом все не закончилось. Вслед за Исмаилом Хаджиоглу из «Детей рая» ушли Озгю Кая, Ешим Гюль, Алпер Туреди и Али Душанкалькар. Официальная причина – изменения в сценарии и переработка сюжетной линии. И вот здесь начинается самое сложное. Когда проект теряет сразу несколько актеров, это неизбежно влияет на всю картину. Зрители начинают задаваться вопросами: что происходит внутри этой кухни? Насколько сильно перепишут историю? Останется ли тот самый первоначальный настрой, ради которого люди вообще начали смотреть этот сериал? Я считаю, что в таких случаях доверие аудитории становится хрупким. Телевизионная среда сегодня жесткая, рейтинги считаются каждую неделю. Конкуренты выходят параллельно, а терпение каналов ограничено. Если история не удерживает внимания, ее начинают менять. Иногда аккуратно, а иногда резко. И «Дети рая» сейчас как раз выглядит как проект, который пытается перестроиться на ходу. В отличие от платформенных сериалов, где сезон часто снимается целиком заранее, эфирные проекты живут в постоянном напряжении. Сценарии могут корректироваться уже по ходу показа, состав меняться, линии сокращаться. И по моему ощущению, это всегда риск. Можно спасти проект, а можно окончательно запутать зрителя.
Ситуация вокруг «Детей рая» показывает, насколько нестабильной может быть телевизионная система. Здесь все зависит от реакции аудитории и от того, насколько быстро продюсеры готовы принимать решения. И в такие моменты особенно видно, кто держит ситуацию под контролем, а кто пытается догнать уже начавшийся спад интереса. Но пока одни актеры покидают проект, в этой же истории происходит неожиданное возвращение, и оно может повлиять на финал гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. На фоне ухода актеров из «Детей рая» особенно показательной выглядит другая новость – возвращение Каана Мирача Сезена, финальный эпизод сериала «Беззащитные», который он ранее покинул. И вот это уже интересный ход, который вызвал немало обсуждений. И честно говоря, многие тогда не до конца поняли, что именно произошло. А теперь продюсеры решили завершить историю с участием его персонажа. И я думаю, что это решение принято не просто так. Возвращение актера в финале – это всегда расчет на эмоцию. Это способ вернуть внимание тех, кто мог остыть к проекту, и одновременно дать преданным зрителям ощущение завершенности. В телевизионной системе финал – это последняя возможность повлиять на общее впечатление. И как мне кажется, создатели «Детей рая» это прекрасно понимают. Для самого Каана Мирача Сезена это тоже важный шаг. Появление в заключительной серии позволяет сохранить связь с проектом и показать уважение к аудитории. Такие возвращения часто воспринимаются как жест. История закрыта правильно, персонаж не исчез бесследно, а в условиях, когда вокруг сериала уже было много изменений, это особенно важно. Интересно и то, что подобные решения нередко принимаются ближе к завершению съемок. Когда команда видит реакцию зрителей, когда анализируются обсуждения и цифры, тогда и появляются такие точечные ходы. Телевизионная индустрия сегодня стала гибкой, ничего не зафиксировано навсегда. Многое корректируется в процессе, и это, с одной стороны, дает шанс усилить проект, а с другой показывает, насколько нестабильной может быть система. И вот здесь я бы обратил внимание на контраст. В одних проектах идет борьба за сохранение интереса, пересборка состава, попытки удержать аудиторию, а в других актеры уже выходят за пределы телевизионной площадки и строят свое имя отдельно от конкретного сериала. И как раз об этом следующая история. О фигуре, которая давно перестала зависеть от одного проекта и выстроила собственную устойчивую позицию на международной сцене. Речь идет о Бураке Озчивите, актер, который, как мне кажется, давно вышел за рамки исключительно турецкого телевизионного пространства. В этом сезоне Бурак Озчивит активно проводит гастрольный тур в России, выступая в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Я думаю, что это уже не просто встречи с поклонниками, это осознанная работа с аудиторией за пределами Турции. Формат моноспектакли и публичные выступления позвляют ему напрямую взаимодействовать со зрителями. И вот здесь важно понимать, когда актер выходит на сцену один, без партнеров, без сценарной поддержки сериала, в центре оказывается только его имя, его харизма, его личная история. Это совершенно другой уровень ответственности и одновременно другой уровень контроля над собственным брендом. Бурак Озчивит не ограничивается сценой. Он участвует в телевизионных программах, дает интервью и поддерживает постоянное медийное присутствие. И по моему ощущению, это выстроенная линия. Не разовая поездка, а расширение географии и популярности. Он аккуратно укрепляет свое имя там, где турецкие сериалы уже давно имеют аудиторию. И здесь есть важный момент. В отличие от сериалов, где многое зависит от рейтингов, сценарных правок и сетки вещания, гастрольная деятельность строится вокруг личности. Здесь все держится на узнаваемости. Если зритель покупает билет, он покупает не персонажа, а самого Бурака Озчивита. И я считаю, что это показатель устойчивости, когда имя становится самостоятельным активом. В условиях, когда эфирные проекты могут меняться буквально по ходу сезона,
Такой формат дает актеру независимость. Это уже не зависимость от одного хита, а расширение возможностей, и, судя по интересу публики, эта модель отлично работает. Пока Бурак Özçivit укрепляет позиции за пределами Турции, внутри страны обсуждают совсем другую историю. И она касается не гастролей и не премьер, а личного решения одного из самых статусных актеров турецкой сцены. И это имя давно ассоциируется со стабильностью и высоким уровнем. И этим именем остается Кыванч Татlıtuğ. И на этот раз повод для обсуждения связан не с новым проектом, не с личной жизнью, а с личной покупкой, которая неожиданно стала медийной новостью. Сообщается, что Кыванч Татlıtuğ приобрел новенький BMW 7 серии, модель, традиционно ассоциирующаяся с представительским классом. Казалось бы, обычная история, но в турецкой индустрии даже такие детали быстро превращаются в обсуждаемую тему. Турецкие СМИ акцентрировали внимание на статусе автомобиля, его стоимости и особенно на персонализированном номерном знаке. И вот здесь, как я это вижу, речь идет не столько о машине, сколько об образе. Кыванч Татlıtuğ давно выстраивает имидж человека сдержанного, уверенного, с высоким социальным положением. И подобные новости органично ложатся в эту линию. Интересно, что сам Кыванч Татlıtuğ традиционно не делает громких заявлений о личной жизни. Информация появляется через медиа, через наблюдения журналистов и через фотографии. И я думаю, что именно эта дистанция усиливает интерес. В индустрии, где каждый шаг актера находится под вниманием, даже частная покупка становится элементом публичного образа. Важно и то, что сегодня репутация строится не только на ролях. Публика внимательно следит за образом жизни, стилем, выбором брендов, и такие детали работают как сигналы. Стабильность, успех, уровень – это тонкая работа с восприятием, даже если она не сопровождается официальными комментариями. Но турецкий шоу-бизнес сейчас обсуждает не только статусные приобретения. Все чаще в центре внимания оказываются вопросы самой системы, от кастинговых решений до возрастного баланса в сериалах. И именно эту тему публично подняла одна из актрис, чьи слова вызвали заметный резонанс в индустрии. И этой актрисой стала Пелин Карахан. В одном из интервью Пелин Карахан открыто высказалась о возрастных перекосах в турецких сериалах. По ее словам, в индустрии по-прежнему сохраняется практика, при которой актеры старшего возраста регулярно получают роли романтических партнеров для значительно более молодых актрис. И я считаю, что это заявление не просто частное мнение, а точка, в которую давно назревал разговор. Слова Пелин Карахан быстро разошлись по медиа и социальным сетям. Обсуждение вышло далеко за рамки одного интервью. Зрители начали вспоминать конкретные экранные пары, сравнивать возраст, спорить. Одни поддержали актрису, отметив, что такой подход действительно выглядит устаревшим. Другие заявили, что кастинг – это творческое решение, и каждый проект вправе выбирать свой формат. Но сам факт такой реакции уже говорит о многом. Мне кажется, здесь важно понимать, что речь идет не о единичном случае. Это привычная модель, которая складывалась годами. Турецкая индустрия долгое время работала по понятным схемам. Проверенные имена, определенные возрастные рамки, привычные романтические формулы. Но сейчас рынок меняется. Появились цифровые платформы, и аудитория стала шире, а конкуренция жестче. И прежние правила начинают вызывать вопросы. Я думаю, что Пелин Карахан озвучила то, о чем многие говорили кулуарно. Когда актеры начинают поднимать такие темы публично, это сигнал. Внутри системы есть напряжение. Это уже не только про конкретные роли, а про пересмотр баланса. Кто получает возможности, как распределяются главные партии, какие образы закрепляются на экране. И в этом смысле разговор о возрастной политике становится частью более широкого процесса. Тур Дизи больше не может оставаться в старых рамках.
если хочет сохранять международный интерес и конкурировать с платформами, где выбор актеру зачастую выглядит смелее. Интересно, что подобные заявления звучат не только от представителей среднего поколения. Свой масштабный взгляд на происходящее недавно озвучил и актер с совершенно другим весом и опытом. И его слова прозвучали уже не в интервью, а со сцены международного кинофестиваля, что придало им особый резонанс. Таким голосом стал Халук Билгинер. Во время выступления на турецко-германском кинофестивале Халук получил почетную награду и воспользовался моментом, чтобы сказать больше, чем просто слова благодарности. И если честно, мне кажется, это был один из тех случаев, когда речь выходит за рамки формата мероприятия. Он затронул тему ответственности, нравственных ориентиров и роли искусства в непростое время. Фраза Халука Билгинера о том, что мир становится сложнее, когда решения принимают люди без чувства стыда и эмпатии, быстро разошлась по новостным порталам и социальным сетям. И это уже обсуждали не только как цитату с фестиваля, а как позицию артиста с большим авторитетом. И я думаю, что в такие моменты особенно заметно, насколько выросла сама индустрия. Когда актер уровня Халука Билгинера говорит не о премьере и не о контракте, а о принципах, это воспринимается как заявление зрелости. Это напоминание о том, что турецкое кино и сериалы не только коммерческий, экспортный продукт, но и культурная сила. Важно и то, что он говорил не о конкретном проекте, он говорил о системе ценностей, о том, какую роль культура должна играть в обществе. И, по моему ощущению, такие выступления формируют лицо индустрии не меньше, чем громкие премьеры. На фоне обсуждения о кастингах, возрастном балансе и рейтингах это звучит особенно весомо, потому что за всеми цифрами, контрактами и платформами остается вопрос, ради чего все это создается. И вот здесь голос Халука Билгинера добавляет глубины разговору. Интересно, что параллельно с этими серьезными дискуссиями индустрия продолжает создавать проекты, где эмоции, музыка и драматургия соединяются в единое целое. И в этой точке появляется еще одно имя, которое давно стало символом турецкой сцены. Когда к сериалу присоединяется артист такого масштаба, это уже не просто сотрудничество, это событие культурного уровня. И этим именем стала Сезен Аксу, легендарная певица, чье влияние на турецкую музыку сложно переоценить. Написала и подарила песню «Снег» в оригинале «Кар» для сериала «Наследник». И, честно говоря, это тот случай, когда новость выходит за рамки обычного сотрудничества. По сообщениям турецких СМИ, Сезен Аксу вдохновилась одной из сцен «Наследника» и решила создать композицию специально для финального эпизода. И я думаю, что здесь важно само намерение. Это не стандартный контракт на саундтрек, это личный, творческий жест. А когда артист такого масштаба подключается к сериалу по вдохновению, это автоматически меняет восприятие проекта. Участие Сезен Аксу воспринимается как знак признания. Это уже не просто драматургический ход, не просто красивая финальная сцена. Это культурное усиление. Музыка в турецких сериалах всегда играла особую роль. Саундтреки часто живут собственной жизнью, становятся хитами, ассоциируются с определенными моментами на годы вперед. И я считаю, что в случае с «Наследником» эта песня может стать именно таким элементом, эмоциональным якорем для зрителя. Когда к проекту присоединяется фигура уровня Сезен Аксу, статус сериала автоматически повышается. Это сигнал рынку, на него обратили внимание не только продюсеры и актеры, но и культурная элита. И в условиях, когда индустрия одновременно борется за международные площадки, обсуждает внутренние правила и перестраивает форматы, такие жесты имеют вес. Если посмотреть на всю цепочку событий, от Милана и международных подиумов, через цифровые премьеры и кадровые перестановки, до публичных заявлений музыкальных финалов, становится очевидно, что турецкая индустрия сейчас находится в движении. Я думаю, это период пересборки.
расширение границ, корректировка правил, усиление влияния. И именно в этом сочетании амбиций, перемен и культурной энергии формируется ее новое лицо. Это уже не просто производство сериалов, это система, которая учится играть на нескольких уровнях одновременно. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Если понравился такой разбор, подписывайтесь на канал Любовь и мечты, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Нам важно понимать, какие темы вам интереснее всего. Мы читаем каждый комментарий. И отдельно спасибо тем, кто остается с нами постоянно, за вашу поддержку, за комментарии, за внимание к деталям. Именно благодаря вам хочется продолжать и разбирать турецкую индустрию еще внимательнее. Увидимся совсем скоро.